Так, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Max Hacks. И сегодня я хочу сделать обзор на Powerbank. Powerbank у нас от Xiaomi. Моделька Mi 3. Внешний аккумулятор с функцией быстрой зарядки 10 тысяч мАч. Вот так выглядит, собственно, коробочка. Давайте покажу вам характеристики поближе. Входящие порты 2 microUSB, USB Type-C. Выходящие порты USB Type-A. Значит, на выходе Powerbank может работать в двух режимах. В режиме одиночного порта, то есть он поддерживает здесь три режима: 5,1 вольта, 2,4 ампера, 9,2, 12 и 1,5. То есть функция быстрой зарядки до 18 Вт он поддерживает, если вы заряжаете одно устройство. В режиме двух же портов он выдает максимум, видите, 5,1 вольта, 2,6 ампера. Собственно, покупал его через Tmall. Пришел он быстро. Сумма покупки вышла около 850 рублей с копейками там. Вот здесь, видите, присутствует такая защитная голограмма. Я стер ее, проверил. Аппарат полностью официален. Все в порядке. Итак, давайте вскроем, посмотрим, что у нас там внутри. Что у нас по комплектации. Так, достаем. Вот здесь такая вторая коробочка, как я понимаю. Значит, так, у нас в комплекте кабель microUSB, обычный microUSB, длиной около полметра. Здесь у нас имеется краткая инструкция, видите, с описанием, краткое руководство и подробное руководство также имеется. Сейчас посмотрим, присутствует ли у нас здесь русский язык. Да, вот как видите, русский язык присутствует. Важная информация, предупреждение, меры предосторожности, технические характеристики. Вот здесь давайте остановимся подробнее, как раз то, что я говорил. Входные параметры. Вот выходные параметры. Зарядка внешнего аккумулятора, одновременно зарядка устройства через один порт и через двойные порты. То есть, в принципе, все, как я сказал. Давайте это уберем. То есть, собственно, в этой коробочке у нас располагается сам Powerbank. На коробке написано, что он черного цвета, но я бы такого назвал его темно-синего, хотя, скорее всего, черного. Черный такой матовый цвет. Крышка похожа на металлическую. Снизу у нас также здесь есть информация, которая дублируется. Сверху же располагаются разъемы. Вот эту пленочку мы убираем. И здесь у нас находятся порты. Значит, как я понимаю, это кнопка включения-выключения. Micro-USB порт. Здесь как раз написано, сейчас покажу поближе немножко. То есть, как видите, in one, входящий второй, входящий первый и выходные порты USB Type-A. Что сказать по весу? По весу он около, я бы сказал, не знаю, 400-500 грамм. По весу, в принципе, компактный, даже может поместиться в курточку, куда-то в рюкзак. В принципе, вещь полезная, удобная и местами даже незаменимая. Те, кто ведет какую-то активную деятельность, там, часто пользуются смартфоном, камерой. Также он поддерживает функцию зарядки малыми токами. К примеру, у кого есть браслеты, какие-то фитнес-браслеты, часы, то он с легкостью может заряжать их без проблем для этих устройств.
Итак, ну что ж, давайте попробуем затестировать его. Затестируем мы на 2 смартфончиках его. У меня здесь есть Honor 8A и iPhone 5s. Так, давайте я подключу кабели в 2 порта. Проверим, насколько он рабочий, будет ли он заряжать сразу 2 устройства. К сожалению, эти устройства быструю зарядку не поддерживают. Проверить не на чем. Но будем верить разработчикам. Итак, давайте подключим у нас iPhone 5s сюда. Как видите, телефон загорелся. И в этот разъемчик подключим Honor. Собственно, вот. Как видите, зарядка пошла на одном, на другом устройстве. Идет зарядка. В принципе, все работает, идет зарядка, заряжается. Давайте взглянем на индикаторы, если их будет видно. То есть он мигает 2. Сейчас. Индикация тоже работает. Пришел наполовину заряженный. В общем, аппарат достойный, ребят. Могу посоветовать приобрести. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк, напишите комментарий. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, ребят.